Китайский народ очень энергичный. Маркировка в Китае может работать. Наш народ любит намного больше всего. Машина адская, но не быстро. Постараемся показать и эту тему. Конечно же, маркировка – это всего лишь наклеивание этикеток на товары, как казалось бы всем. Но она ведет за собой еще очень много разных этапов, в том числе и прослеживаемость. И так как больше всего товаров производится у нас в Китае, мы тут. В Китае производится порядка 10 миллиардов пар в год. Вся она здесь производится вручную, несмотря на то, что Китай страна очень прогрессивная и в номерах, в гостинице, в туалетах можно регулировать громкость звука по телевизору. Все ездят на электрических мотороллерах, и глядя на этот рынок, и на дорогах, на автомобили, и все вокруг, страна очень сильно развивается. Но производство по-прежнему достаточно сложное, и автоматизация вся она ручная. То есть автоматизируются привычки и навыки людей для этого производства. Сегодня мы находимся на одной из среднестатистических фабрик, которая называется Винфри. И давайте посмотрим, что же нас ждет на ней. Мы постараемся показать весь процесс производства обуви от начала до ее конца. И, конечно же, так как нашей темой поездки является маркировка и введение глобальной системы маркировки и прослеживаемости в России, постараемся показать и эту тему. Пошли на завод. На первый этаж, сразу как только входим на фабрику, здесь находится офис и склады заготовки материалов, из чего в последующем будут сшиты верхние части обуви. Как правило, это ткань, кожа, различные синтетические материалы. Система адресного хранения достаточно проста, чтобы все было быстро и понятно. Такой небольшой складик материалов для заготовки. Пойдем дальше. Мы попали в послеобеденное время, поэтому на фабрике сейчас достаточно тихо. И как раз к нашему моменту, как мы повернемся к финальной точке, работа должна закипеть. Let's go next level. Мы идем на второй этаж, на первую линию производства. Здесь работают мастера самого высокого класса, благодаря которым потом будет запущена целая производственная линия. В зависимости от того, насколько правильное лекало они сделают, собственно, будет зависеть качество произведенной обуви, ее красота и комфорт при носке, что наш народ любит намного больше всего. Сейчас мы посмотрим, как производятся основные формы обуви, которая будет, собственно, держать форму всего ботинка, на который потом будет накладываться дополнительные элементы для красоты и удобства. Сейчас мы видим, как заправляется полотно для основы верхней части ботинок или кроссовок. И благодаря несложным механизмам вырезаются простые формы. Это другие формы, из которых потом будут стельками. Зданию этого завода порядка 10 лет. В принципе, технически оно оснащено всем необходимым оборудованием и соответствует техническим стандартам этой страны. Китайский народ очень энергичный, в большей степени передвигаются по этажам пешком. Лифт в основном используется для
погрузки-разгрузки оборудования с верхних уровней на нижние. Итак, мы находимся в цеху, в котором производятся верхние части моделей обуви, из которых, собственно, потом и получается ботинок. На фабрике работает больше 200 человек. Все они, конечно же, совершеннолетние. Это просили отметить отдельно. Люди начинают работать в 7:30 утра. 2 часа у них на обеденный перерыв. И рабочий день заканчивается в районе 5-6 часов вечера. Давайте посмотрим, как происходит прошивание модели. У нас все получилось. Все очень хорошо. Работа кипит. И каждый пришивает какой-то один элемент ботинка. В здании завода все устроено таким образом, что отдельные процессы разделены по этажам. На первом этаже идет складирование, на втором этаже идет заготовка, и на третьем этаже уже идут производственные линии именно по сборке ботинок. Where is the beginning of the line? Ну, как мы видим, производственная линия достаточно автоматизированная, то есть, ну, в данном случае автоматизация это сами люди, которые не совсем похожи на роботов, но видим на первом этапе, как наносится клей на верхнюю часть ботинка. Промазывается стелькой и вверх, кладется возле колодки одного размера для того, чтобы не перепутать. Дальше это все попадает в печь, для того, чтобы клей достиг нужной консистенции. На следующем этапе подгоняют верхнюю часть ботинка под колодку. И заметьте, это делают не роботы. И у каждого человека своя задача. При таком объеме производства фабрика может выпускать до 5000 пар в день на нескольких линиях. Мы находимся на участке контроля качества произведенного ботинка и подготовки его к товарному виду. Мы приближаемся к процессу маркировки обуви. Работа маркировщика на линии. Собственно, заранее распечатанные этикетки. На каждой этикетке есть размер. И чисто визуально все это сравнивается. Скорость здесь такая, что визуального сравнения вполне достаточно. Нет никакой спешки, нет никакой необходимости там рвать когти какие-то, ускоряться, не знаю. То есть вот от одной позиции до другой может пройти, ну, это на самом деле две быстрые позиции. Ну, вот где-то так. Но в любом случае, если были какие-то опасения по поводу того, что печатать по одной этикетке – это кошмар, на фабрике это не прокатит. Ну, реально, вот мы на фабрике, и печать по одной этикетке – это не то, что будет замедлять процесс, явно. Конвейер-то здесь есть, конечно, но это не тот конвейер, который себе представляют люди, когда говорят слово «конвейер». Да? Это не какая-то адская быстрая машина, которая там с автоматом. Здесь работают люди, это просто движущаяся... Машина адская, но не быстрая. Просто движущееся полотно, и, ну, реально, я, пожалуй, даже засеку. 2 пары получаем. Первая промаркирована. Я засек время. Вторая.
7 секунд. 7 секунд это очень быстро, да? Давайте засечем до следующих пар. Сколько по времени это будет? Сколько это займет? Пока еще время идет. Ну, здесь был легкий читинг. Но окей. 17 секунд. 17 секунд до перерыв между двумя циклами. 17 секунд это очень долго. Каждый четко выполняет свою работу. Конечно, настолько все это делается много и постоянно, что человеческие ошибки не исключены. И буквально на наших глазах на двух этапах на одной из этих линий, которая сейчас находится сзади меня, мы видели, как было допущено сотрудниками несколько ошибок. Директор фабрики по качеству на производстве сразу же эти ошибки заметил и сказал, чтобы люди их устранили. Причем то, что было выполнено с ошибками, было отложено в сторону. Он пригласил других людей, которые смогли закончить эту работу. Мы находимся на производственной линии в Китае и сейчас будем проверять скорость работы. Монтировка с мобильным принтером, заметьте, не стационарным. И успеем ли мы делать маркировку так быстро, как это требует линия. Документ маркировки уже создан, нам остается его выбрать. В нем содержатся необходимые марки и остается только сканировать GTIN, который уже находится на товаре, для того, чтобы принтер их начал печатать. Напомню, мы печатаем на мобильный принтер, скорость его ниже, чем у стационарного, и он не предполагает использование в линии, но мы взяли самый слабый вариант для того, чтобы быть уверенными в том, что наше ПО потянет такую работу. Сканируем GTIN, сканируем получившуюся этикетку и отклеиваем ее. Куда? Вот здесь, вот здесь. Нет. Так себе вариант, но мы не перекрыли основное. Едем дальше. Сканируем GTIN. Сканируем этикетку. Клеим ее. Сканируем. Сканируем правильность получившейся этикетки. Клеим ее. И так далее. Как видите, мы вполне успеваем за линией. Вот и все. Мы промаркировали 10 пар обуви со скоростью конвейера. Маркировка вполне справилась. Даже мобильный принтер не был тому помехой. Так. Нас ждет агрегация. Так. Мы сделаем коробку. Конечно, мне в мастерстве изготовления коробок трудно тягаться со специалистами, но тем не менее.
Нам понадобится код на коробку. Предполагается, что будут использованы готовые этикетки, но в данном случае на коробке находится только номер заказа. Соответственно, нам понадобится уникальный номер. Я просто возьму готовый штрих-код из того, что у нас есть. Итак, мы начинаем процесс агрегации. Это следующая операция, которая предполагается к выполнению, возможно, на производстве, возможно, на каком-то зарубежном складе. Ну, то, что позволяет нам собрать общую коробку, транспортную упаковку, назначить и зафиксировать за ней уникальный штрих-код и зафиксировать те коды маркировки, которые будут непосредственно в этой упаковке находиться, для того, чтобы в дальнейшем можно было сканировать только общий код коробки и работать с ним. Используем вариант коды маркировки коробки, начинаем с сканирования коробки, далее сканируем QR-коды, которые находятся внутри. Коробку я отсканировал, она открыта, сканируем QR-коды. Выглядит это примерно следующим образом. У нас собрано 9 коробок, есть возможность закрыть вручную, но когда мы сосканируем 10-ю, коробка будет закрыта автоматически и больше ничего делать не нужно. Остается только упаковать коробку, вся информация о ее содержимом уже есть у нас. Маркировка прекрасно работает через китайский фаервол, никаких проблем с трафиком нет, все прекрасно обменивается и есть соединение с нашим сервером, развернутым в Москве. Собственно, наверное, то, что мы хотели показать. Все? Немножко. Я был за кадром, я это видел. Подтверждаю, кировка в Китае может работать. Все, на склад готовой продукции. Здесь, на рассвете, в городе Шанхае, заканчивается наше путешествие в исследовании маркировки обуви. Основная цель достигнута. Главное, что мы узнали, это то, что кировка отлично работает с Россией, несмотря ни на какие фаерволы. Как бы кому ни казалось, это не является преградой ни для чего. Хороший софт тому подтверждение. Софт прекрасно себя показал. И прекрасно себя показал по скорости на конвейере. Спасибо. Кировка может работать из Китая в Россию. Пока.